Невероятно эффективная маскировка, уникальное ночное зрение и удивительно точный расчет. Вместе с огромными когтями это лишь малая часть действенного арсенала неутомимого охотника, способного застать врасплох самую ловкую и бдительную добычу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – рыбный филин. Рыбные филины – род семейства совиных, в настоящее время насчитывающий 12 видов, которые обладают солидными размерами и обитают в Азии и Африке. Густые леса, пронизываемые многочисленными реками, являются типичным домом для этих птиц, ведь здесь достаточно места, чтобы сохранять незаметность и охотиться на излюбленную добычу. Для большинства сов первостепенное значение при охоте играет слух. Уши многих пернатых хищников расположены на разной высоте, и минимальная разница в получаемом звуке позволяет с невероятной точностью определить расположение источника каждого шороха. Однако рыбным филинам такие приемы не слишком важны, и при охоте они полагаются на первоклассное зрение, ведь именно оно помогает обнаружить цель, расположенную под водой в темное время суток. С наступлением ночи опытный рыболов выходит на промысел, и хотя бы в этом он похож на своих дальних родственников. Рыбный филин – очень терпеливый охотник, который способен часами сохранять неподвижность. Всматриваясь в толщу воды, хищник улавливает малейшее движение и с легкостью отличает ложную мишень от потенциальной добычи. Он привык действовать наверняка, поэтому стоит лишь рыбе оказаться в зоне поражения, как филин срывается с места. В отличие от других сов, полет рыбных филинов не такой бесшумный, ведь при ловле подводных обитателей этот навык совершенно не важен. При сближении с целью вперед выпускаются длинные ноги с огромными острыми когтями, которые за доли секунды заключают мишень в смертоносный капкан, и при точном расчете даже самая бдительная рыба не успевает среагировать. Дополнительно на когтях расположены множественные зазубрины, которые обеспечивают самую надежную фиксацию цели, поэтому у скользкой добычи нет ни единого шанса покинуть объятия хищника. Что интересно, пернатый охотник никогда не погружается в воду целиком, ведь его острое зрение позволяет максимально точно определить глубину проплывающей рыбы, поэтому большая часть перьев остается сухой. В любом случае, за оперением нужен тщательный уход, и этому ритуалу филин ежедневно уделяет особое внимание. Значительную часть времени рыбные филины проводят на земле. Порой вместо долгого выслеживания они прогуливаются вдоль берега и успешно атакуют зазевавшуюся добычу, которой может быть не только рыба, но и ракообразные или лягушки. Трапеза всегда начинается с головы, причем если доступной пищи в избытке, поедается лишь эта часть тела. Мощные когти и острый клюв при совместном использовании с легкостью разделывают рыбу. При этом мелкая цель без сомнений поглощается целиком, даже если та еще подает признаки жизни. Дальневосточный рыбный филин – одна из самых редких птиц в мире, которая к тому же является крупнейшей из всех сов. При длине тела около 70 см особо крупные самки могут весить свыше 4 кг. Щука, сом и форель – вполне типичная добыча для филина, причем масса мишени зачастую приближается к 1 килограмму. Это довольно морозоустойчивая сова, ведь ее перья заметно превосходят в толщине оперение других крупных птиц. И даже когда столбик термометра опускается до минус 20 градусов, рыбный филин чувствует себя превосходно. Однако зима – тяжелое время для рыболова, ведь потребность в пище увеличивается, а число мест для рыбалки становится скромнее в разы. Поэтому, чтобы пережить суровые времена, филин вынужден охотиться на привычных для других сов грызунов.
Целью в это время года могут стать даже другие птицы, но именно мыши своим изобилием помогают рыболову дожить до весны. За счет солидных размеров у филина не так много врагов. Конкуренцию ему могут составить лисицы, которые не упустят шанса урвать чужую добычу. К счастью, способность летать часто спасает ситуацию. Также ареал пернатых хищников пересекается с владениями других охотников за рыбой, и эти орланы заметно превосходят в весе любую сову. К тому же они не терпят конкурентов и всегда готовы заявить права на чужой обед, поэтому филин вынужден держаться от таких соседей подальше. Бурый рыбный филин гораздо скромнее в размерах и весе, однако в аппетите он не уступает родственникам, и вряд ли змееголов, оказавшийся в поле зрения, останется без пристального внимания. Эта рыба способна жить без воды не один день, чего хватает, чтобы переместиться из пересыхающего водоема в более перспективный. Но даже в уязвимом положении змееголов вряд ли станет добычей, ведь его размеры превышают полметра, а весить он может в разы больше птицы. Поэтому голодный филин выбирает скромную, но более подходящую для его когтей и клюва жертву. Что интересно, невзирая на плотное одеяние, ноги птицы лишены перьев. Ведь они все время контактируют с водой, и постоянно промокшее оперение здесь точно было бы лишним. Рыбные филины образуют пары на всю жизнь, но крепкому союзу предшествует особый ритуал, в ходе которого самец должен показать свои охотничьи навыки, и лишь после преподнесенного подарка в виде солидной рыбы самка соглашается на долгосрочное отношение. И в этом нет ничего удивительного, ведь чтобы прокормить подрастающих птенцов, оба родителя должны добывать провизию максимально эффективно. Стоит отметить, что большинство представителей рода находятся вне опасности, и лишь дальневосточный рыбный филин причислен к вымирающим видам. Его не спасают ни солидные размеры, ни высокая приспособленность, ведь исчезновение лесов, освоение земель и браконьерство являются губительными факторами для всего живого. Лишь своевременные меры по защите и восстановлению популяции могут помочь птицам вернуть хотя бы часть былых владений. Однако сегодня благополучие этих величественных созданий по-прежнему находится под угрозой. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!